В Госдуме заявили, что Россия может передать Венесуэле «Орешник». Россия может передать Венесуэле ракеты «Орешник» с возможностью оснащения ядерной боеголовкой в ответ на наращивание американских сил у берегов страны. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По словам депутата, подобный шаг может рассматриваться как ответная мера на действия США в Карибском регионе, где Вашингтон усилил военное присутствие. «Не вижу никаких препятствий, чтобы снабжать дружественную страну новыми разработками, такими как «Орешник», — сказал Журавлев. Россия уже поставляет Каракасу широкий спектр вооружений, от стрелкового оружия до боевой авиации. Сведения об объемах и точных наименованиях того, что везут из России, секретны, так что американцев могут ждать сюрпризы. Депутат подчеркнул, что, по его мнению, ни одно международное обязательство не ограничивает Москву в вопросах сотрудничества с союзными странами. Он напомнил, что Венесуэла уже располагает российскими истребителями Су-30 МК-2, системами С-300ВМ, Антей-2500, Бук-М2Э и Панцирь С-1. Также он добавил, что Россия способна снабжать партнеров такими новыми разработками, как «Орешник» или, скажем, хорошо показавшими себя «Калибрами». При этом Журавлев уточнил, что Комитет Госдумы не обладает полномочиями самостоятельно инициировать передачу подобного вооружения. Для этого требуется согласие Министерства обороны и решение президента России. В Кремле заявление депутата пока не комментировали. По данным СМИ, российский транспортный самолет Ил-76 недавно доставил в Каракас комплексы «Панцирь С-1» и «Бук-М2Э». Россия остается основным поставщиком вооружений для Венесуэлы, обеспечивая техническое обслуживание, ремонт и модернизацию военной техники. Эксперты отмечают, что подобное сотрудничество укладывается в рамки действующих международных договоренностей и не нарушает существующих ограничений. Согласно публикации Washington Post, Венесуэла обратилась к Москве с просьбой о ремонте и восстановлении парка истребителей, а также о закупке 14 зенитных комплексов, запасных двигателей, радаров и логистической поддержки. Источники издания утверждают, что Каракас также ведет переговоры с Китаем и Ираном о поставках разведывательных систем, GPS-глушилок и дальнобойных беспилотников. Военная активность США у берегов Венесуэлы, по мнению аналитиков, стала катализатором обострения. С августа администрация президента Дональда Трампа направила в регион крупную морскую группировку для борьбы с наркокартелями. В состав сил входят авианосец Геральд Рудольф Форд, атомная подводная лодка, стратегический бомбардировщик Би-52, 8 надводных кораблей и истребители F-35. Общая численность контингента оценивается примерно в 16 тысяч человек. Сам Дональд Трамп заявил, что дни Мадуро сочтены. По данным Washington Post, Белый дом в конце октября принял решение о нанесении ударов по военным объектам Венесуэлы в рамках кампании против наркокартеля «Солс». Источники издания не уточняют, станет ли Николас Мадуро прямой целью этих ударов. Однако подчеркивают, что Вашингтон рассматривает различные сценарии давления на Каракас. Сообщается, что часть военных Венесуэлы может быть готова выступить против Мадуро при поддержке США. Министр обороны США Пит Хексет допустил возможность силового смещения венесуэльского лидера, а Госдепартамент объявил награду в размере $50 миллионов за информацию, которая поможет его задержать. В ответ на это венесуэльские власти заявляют, что страна готова защищать свой суверенитет и опирается на поддержку союзников. Отдельное внимание Вашингтон обращает на взаимодействие Каракаса и Тегерана. Согласно внутренним документам правительства США, Венесуэла запросила у Ирана военную технику и беспилотники. Министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес, как сообщается, координировал возможные поставки и уведомил иранскую сторону о необходимости пассивных систем обнаружения, GPS-глушилок и беспилотников с дальностью полета до 1000 километров. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что Тегеран, безусловно, продолжит сотрудничество с Венесуэлой, отметив при этом, что страна способна защитить себя.
Ранее Веласкес посещал Тегеран, где встречался с министром обороны и логистики вооруженных сил Ирана Азизом Насиром Заде, ответственным за экспорт военной техники. В ноябре 2024 года Николас Мадуро и Насир Заде подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий расширение торговли и мобильности между двумя странами. По данным СМИ, Иран уже передал Венесуэле часть технологий производства беспилотников Мохаджер-6, имеющих дальность около 200 километров. Оппозиционные силы Венесуэлы утверждают, что в стране усиливается присутствие иностранных военных и разведывательных структур. Один из лидеров оппозиции заявил, что российские и иранские агенты свободно действуют в Венесуэле, а Хезболла и Хамас также присутствуют в стране. Эти заявления не получили официального подтверждения, но демонстрируют уровень внутреннего напряжения. Тем временем в США продолжаются споры о законности военных действий администрации Трампа. В соответствии с резолюцией о военных полномочиях, президент обязан получить согласие Конгресса на военные операции в течение 60 дней. Этот срок истек. Первый удар был нанесен 2 сентября. Уведомление Конгрессу отправлено 4 сентября, и нынешний день стал 61-м. Белый дом, однако, утверждает, что действия американских вооруженных сил не подпадают под определение военных действий, поскольку проводятся с использованием беспилотников, запускаемых с военных кораблей на значительном расстоянии. По мнению бывшего советника Госдепартамента Брайана Финокуна, подобная позиция создает опасный прецедент. Если администрация сможет вывести такие операции за рамки закона, она фактически получит возможность вести военные действия без контроля Конгресса, отметил эксперт. Ситуация вокруг Венесуэлы демонстрирует, насколько быстро локальный кризис способен перерасти в международный. Россия, укрепляя связи с Каракасом, преследует цель расширения своего влияния в Латинской Америке и укрепления партнерства с государством, которое находится под давлением США. Вашингтон, в свою очередь, рассматривает активность Москвы и Тегерана как угрозу своему доминированию в регионе. На этом фоне Венесуэла становится ареной геополитического противостояния, где пересекаются интересы сразу нескольких держав. Любое новое заявление, поставка или дипломатический шаг теперь могут изменить баланс сил. И хотя пока речь идет лишь о словах и дипломатических сигналах, сама динамика событий указывает на то, что Карибский регион вновь становится одной из ключевых точек глобального напряжения. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные геополитические события.